Господа, начинаем сегодняшний вебинар по эзотерике, который будет транслироваться в YouTube и на моем официальном сайте aduiko.com. Меня зовут Андрей Дуйко, я руководитель эзотерической школы Кайлас. Ну и начнем. Сегодня я подготовил текст, вот так вот я понаписывал и постараюсь этот текст вам дать. Женя, исчезло все с телевизора. Первое, что я сделаю, я прочитаю то, что я себе понаписывал в виде идей для сегодняшнего вебинара. И после этого я перейду к вопросам, которые вы мне задаете. Итак, первое. Очень часто я получаю такой вопрос, он как бы основной. Очень часто люди ищут это в поисковой системе. И вопрос звучит так. Эзотерика, что это? Я могу сказать, что то, что я вам скажу, в моем понимании эзотерика, не то, что пишется в интернете. То есть, возможно, я занимаюсь не эзотерикой совершенно, а какими-то совершенно другими методами. Возможно, это коучинг, или, возможно, это психология, не знаю, или философия. В моем понимании эзотерика — это наука, которая может помочь человеку быть более везучим человеком, а также дает человеку возможности или дает такие рычаги, или дает инструмент, который может помочь человеку быть более везучим человеком. Я считаю, что все системы эзотерики должны привести только к одному или к одной идее. Это идея быть более везучим, чем все остальные люди. Какая самая основная концепция эзотерики? Самая основная концепция эзотерики звучит так. Жизнь является самым дорогим элементом, самой большой драгоценностью, которая есть у человека. Дело в том, что очень часто люди начинают искать что-то и начинают говорить такие слова себе, допустим, я хочу денег, если у меня будет много денег, я буду счастлив, если я найду любимого человека, я буду счастлив, в случае, если я перееду, я буду счастлив или счастливой, в случае, если у меня появятся дети, я буду счастливой и так далее. Это самообман, потому что практически каждый человек это замечает в жизни, что мечтая о том, что у тебя будет автомобиль и получая автомобиль, счастье оказывается недоступным. И в тот момент, когда у человека появляется там новый дом, или появляется имущество, или появляется богатство, или появляется любимый человек, то по идее он должен ощущать счастье, но он так и не получает этого счастья, потому что сталкивается с тем, что не ощущает его. Счастье невозможно найти. Это одна из концепций эзотерики. Счастье невозможно найти, и его не нужно искать. Дело в том, что счастье, оно присутствует в нас постоянно, с самого рождения. Мы рождены уже счастливыми, но оно нам доступно только в тот момент, когда мы признаем, что жизнь является самой дорогой драгоценностью, которая есть в нашей жизни. Таким образом, если найти или понять, что жизнь и есть наше счастье, то все остальное счастье будет приклеиваться к нашей жизни. Таким образом, не стоит искать счастье. Нужно найти счастье в себе, нужно сосредоточиться на том, что жизнь это и есть счастье, жизнь это самая большая драгоценность. Каким образом это доказать? Доказать это несложно, необходимо просто задать себе вопрос, готовы вы променять свою жизнь или оставшуюся часть жизни на дом, или на автомобиль, или на деньги какие-либо. И все тут же начинает терять смысл, потому что зачем деньги человеку, если дальше он жить не будет, то есть и пользоваться ими не будет. Или зачем дом, если дальше жизни не будет и так далее. Таким образом, можно сказать, что жизнь является самым дорогим, что есть для человека. И одна из концепций эзотерики звучит так. Какая бы ни была жизнь у человека, ее необходимо воспринимать как награду. Какая бы ни была жизнь человека, необходимо всегда помнить, что плохо нам в жизни или хорошо, нравится нам или не нравится, нам все равно придется жизнь прожить от самого ее начала до самого ее конца. Поэтому осознавание того, что живешь, осознавание того, что это и есть
драгоценность, осознавание каждой клеткой своего тела и сознания того, что вокруг тебя происходит, является осознанной жизнью, которая может привести человека к тому, что он начнет ощущать свою жизнь как самым ярким элементом счастья, которое может когда-либо произойти в его жизни. На вопросы, которые мне иногда люди задают, я обычно отвечаю так. Один из вопросов звучит как: Андрей Андреевич, куда мне переехать, в какую страну для того, чтобы начал быть счастливым? Я могу сказать, что нет смысла переезжать ни в какую страну, потому что в случае, если в сердце счастья нет, то где бы ты ни находился, счастья не найдешь. Почему, достигнув того, к чему мы очень стремимся, как правило, не испытываем счастья, как об этом мечтали? Это связано с тем, что счастье не нужно искать, оно уже живет в нашем сердце. Его нужно просто ощутить, погрузиться, оно как лента липкая, к нему можно присоединить все остальное. Важно, чтобы было к чему приклеить. Я могу сказать вам, что приклеивается или некий магнит эзотерический, он все-таки существует. Такой эзотерический магнит, он находится в середине тела человека. Это некое состояние радости, которое присутствует в каждом человеке и на которое есть необходимость обратить внимание. Периодически, когда у вас хорошее или плохое настроение, когда вы раздражены или очень устали, попытайтесь, не закрывая глаза, ощутить, где в вашем теле находится состояние радости. Определите точку радости, где она находится. В случае, если вы найдете такую точку радости, знайте, вы фактически найдете некий магнит или липкую ленту, куда начнет другая радость приклеиваться. Почему? Именно из-за того, что человек может найти ни от чего не возникающую точку радости в середине своего физического тела, ощущая ее постоянно, он может включить каркас или построить каркас, к которому остальные элементы радости, которые могут возникать в его жизни, будут приклеиваться. Очень часто люди жалуются на то, что они ни от чего в жизни не испытывают состояние радости, и это говорит о том, что им необходимо что-то, к чему бы эта радость могла приклеиться. До того момента, пока в вашем теле или в вашем сердце не появится состояние радости, которое возникает ни от чего, до этого момента другая, чужая радость, которая может прийти в вашу жизнь, вами восприниматься не будет, потому что, грубо, вода может приклеиться к воде, или капля может объединиться с водой, но капля не может объединиться, допустим, с металлом. Также и в нашей душе. В случае, если там находится хотя бы небольшое количество капли, то общие капли, которые будут подходить к этим каплям, могут смешиваться и объединяться в одно большое озеро. Ошибки эзотерических направлений. Обычно, если исследовать сейчас эзотерические направления, всевозможные религиозные направления, также идеи различные религиозные, теософские, появляется одна и та же доктрина. Данная доктрина, она звучит так: проявляйте к окружающему миру любовь, ощутите эту любовь, начните ее проявлять. Как же человек проявляет любовь и как человек ее ощущает? Давайте попробуем разобраться. В тот момент, когда человек проявляет свою любовь, он проявляет это в виде действия по отношению к другому человеку. Это действие обычно бескорыстное, безвозмездное, то есть действие не обусловленное корыстными побуждениями. Данное действие является элементом любви. То есть в тот момент, когда человек производит действие для другого человека, он таким образом проявляет свою любовь. В тот момент, когда второй человек видит это бескорыстное действие, он ощущает это как проявление любви, в этот момент он испытывает состояние радости. Скажите, состояние радости и состояние любви в этом случае, они между собой отличаются? Давайте я сразу отвечу. Конечно, радость можно почувствовать от проявленной к нам любви. Любовь проявляется к человеку, а радость ощущается. Когда человек
думает, что он проявляет любовь, то очень часто он заблуждается, потому что в тот момент, когда человек начинает проявлять любовь, не делая действия в сторону другого человека, что для любви невозможно, то человек, не делая никакого действия в сторону другого человека, а что-либо ощущая, должен знать, ощущает он на самом деле радость. Любовь проявляется, а радость ощущается. Когда мы что-то делаем для кого-то, то тот, кто это ощущает, ощущает как проявление любви и ощущает радость. Радость при этом принадлежит человеку, и она сублимирует и прикрепляет к себе все остальные виды радости от чего-то. Таким образом, в случае, если человек испытывает радость на протяжении своей жизни, допустим, от переедания или даже от негативного отношения к кому-то, или от того, что ему подчиняются, или от зла, которое человек может проявлять, то такая радость, которую человек накопил, при его желании проявлять такую радость, думая, что он проявляет на самом деле любовь, может создать отвращение по отношению к такой сублимированной радости у другого человека. Вот почему, когда люди, которые начинают проявлять любовь, на самом деле они ошибаются, так как они проявляют радость, а радость, которая является радостью для одного человека, не является радостью для другого человека, так как один человек может получать радость от алкоголя и наркотиков, а другому человеку противно получать радость от алкоголя и наркотиков, и проявляя свою радость к другому человеку, которому такая радость не подходит, у того человека, которому он ее проявляет, появляется состояние негатива к тому, кто проявляет как бы любовь. Тем самым я могу сказать, что это одно из самых великих и банальных заблуждений, которые на сегодняшний день очень широко муссируются, а также проявляются, а также практикуются, а также о них очень часто говорят. И я могу сказать, что подтверждением это является большое количество моих опросов, которые я провожу ежегодно, когда пишу: скажите, кто занимался по методам или практикам трансляции своей любви окружающему миру, и у кого из этого что получилось. Я могу сказать, что прогнозы, а также комментарии, которые пишут люди во время таких опросов, они самые неутешительные. То есть у людей исчезает в дальнейшем коммуникация с миром, люди к ним начинают плохо относиться, обычно тем, что человек начинает проявлять, как он думает, любовь, проявляя при этом радость, он нарушает коммуникацию с тем человеком, вместо того, чтобы получить плоды, о которых говорят эзотерики. А ведь очень часто говорится о том, что проявляя по отношению к людям любовь, ты должен получать то же самое, а в ответ получаем мы совершенно не любовь, а раздражение, плохое к себе отношение, мы получаем ненависть, а также все наоборот происходит. И, конечно же, это является одной из самых больших систем заблуждений в эзотерике, которая проповедует бесконечное проявление любви, бесконечное ощущение любви. И, конечно же, когда люди пишут там: проявляйте любовь, живите с любовью, давайте любовь и так далее, они ошибаются. Так как если давать любовь, то необходимо ее давать молча и делать что-то для другого человека. А в случае, если человек говорит: я проявляю любовь, я проявляю, то посмотрите на такого человека. Очень часто мы видим людей, которые проявляют по отношению к вам любовь, на самом деле они проявляют радость, мы видим в этом человека какого-то полусумасшедшего, при этом иногда очень часто даже агрессивно начинаем таких людей воспринимать, и это очень нехорошо заканчивается для тех, кто этим занимается. Какие основные доказательства эзотерики? На сегодняшний день нет ни одного человека, который бы отрицал везение. Можно все что угодно доказать, можно доказать совпадение, но везение невозможно доказать. Вы знаете, что среди людей есть люди, которым тотально везет, и среди людей есть люди в социуме, которым тотально не везет. Как можно каким-либо образом доказать неоднократное, а множественно раз повторяющееся абсолютное везение у одного человека? Можно ли его с позиции отрицания эзотерики
каким-либо образом доказать? Ответ такой: доказать это невозможно. Очень часто люди говорят: мы не верим в эзотерику, а я говорю обычно: скажите, вы верите в везение? И человек мне говорит: да, я верю в везение. Но вот, если вы не можете объяснить везение и не можете объяснить, почему одним людям везет больше, а другим людям везет меньше, то я это объяснить могу. Почему? Потому что одни люди занимаются эзотерикой, и им везет больше, а другие люди не занимаются эзотерикой, и им везет меньше. Также плохая эзотерика или непонятная эзотерика, или эзотерика, которая объясняет все, но при этом не имеет механизма влияния на окружающий мир. Данная эзотерика очень часто приводит человека к тому, что не показывает ему основные идеи или основные инструменты того, как необходимо пользоваться благами, необходимо пользоваться эзотерикой. И эзотерика моя, о которой я часто говорю, как раз и рассматривает элемент везения как концепцию номер один в эзотерических знаниях. Я считаю, что люди, которые начинают заниматься по моим методам или обучаясь в моей школе, должны знать, что на первое место в эзотерическом направлении моей школы ставится везение. Это везение в здоровье, везение в фортуне, это везение в деньгах, это везение в отношениях. Это везение. Везение — это то необъяснимое или то эзотерическое, что ставится на первое место. И управление этим везением тоже является одной важной и чуть ли не самой главной ключевой чертой нашего эзотерического направления. Вопрос: как прожить жизнь счастливо? Для того, чтобы прожить жизнь счастливо, необходимо помнить о нескольких, а именно о 6 концепциях. Первое. Помнить, что как бы и что бы в жизни ни проходило, нравится это человеку или нет, необходимо помнить о том, что вы проживете эту жизнь от самого начала до самого конца. Вторая концепция. Жизнь — самая важная драгоценность для человека. Именно поэтому тот человек, кто ценит драгоценность, то такому человеку жизнью будет. В случае, если человек считает, что его жизнь драгоценность, то жизнь создаст для него кольцо. И в случае, если драгоценность дорогая, то его жизнь, которую он проживает, она будет у него состоять из радостных событий, неких драгоценных моментов. То есть он сделает под свою жизнь, которую он считает драгоценной, сделает настоящее кольцо. Такое кольцо ему Бог даст. Далее, радость, которую можно найти в своей душе. Есть магнит везения. Сегодня я о нем вам рассказал. Найдите радость в своей душе. Выполняйте это в виде медитации. В случае, если такая радость в вашей душе появится, помните, это является магнитом, который притягивает в вашей жизни тотальное везение и успех. Четвертое. При выборе приоритетов в жизни на первое место необходимо ставить не страдания души. Я когда-то уже говорил, хочу еще раз повторить эти слова. В случае, если есть выбор жить в очень дорогом доме, но жить так, чтобы душа страдала от того, что кто-то высказывает, кто-то попрекает, кто-то постоянно гнобит, или есть возможность жить в будке собачьей, так, чтобы каждый день было место, где спать, и было место там, чтобы тебя никто не трогал и было спокойствие на душе, я бы выбрал, на первое место бы поставил жизнь в будке. Для человека самым печальным является страдание души. Если у вас есть возможность выбрать, где будет страдание души бесконечно или страдание тела от того, что ему холодно или голодно, выбирайте страдание тела. Так как страдание души полностью разрушает судьбу человека, и человек такой никогда не сможет прожить счастливо. Поэтому при выборе приоритетов в своей жизни я бы на первое место поставил не страдание души, а ее радость. Пятое. Если жизнь не нравится, необходимо ее изменить так, чтобы душе нравилось даже больше, чем телу. Всегда необходимо помнить, что душа на первом месте, а деньги не на первом месте. И душа с ее состоянием спокойствия, с ее радостными минутами или моментами необходимо ставить вот саму душу на первое место.
Сегодня спрашивала женщина, писала в комментарии: Андрей Андреевич, я люблю его, а у него и у меня есть семья. Что нам необходимо делать? Давайте я дам и на это ответ. Нужно всегда помнить, что любое строительство начинается с ямы. Так и создание любой новой семьи, любых новых отношений начинается с ямы. Потом кирпичи, стены и так далее. О чем я говорю? Если вы готовы, чтобы все в вашей жизни рухнуло, начинайте эту взаимную любовь. То есть пусть он уходит от жены, вы уходите от своего мужа и начинайте эту взаимную любовь. Я могу сказать, что у вас произойдет. У вас будет вновь первое время, когда сейчас у вас есть небольшая омраченность. Женщины обычно омрачаются тем, что мужчина, с которым они начинают инкогнито встречаться, более чем мужчина, с которым они живут, видят в ней что-то прекрасное и восхищаются этим прекрасным. Мужчине больше нравится женщина чужая, чем своя, он на это попадается, и после этого они начинают жить совместно. Когда закончится тяга и интерес в сексуальной жизни, она закончится достаточно быстро, потому что секс это не жизнь, то в этом всем придут новые идеи, которые будут разворачиваться в виде отношений, благородства, взаимных стремлений, поддержки друг друга и так далее. И это все будет происходить с процессов притирки. Эти процессы притирки, они очень медленные, и они обычно все связаны с какими-то внутренними страданиями, с внутренними недопониманиями и так далее. И когда говорят, что семью построить легко, если оставить старые семьи и начать новые семьи, я могу сказать, что это неправда. Дело в том, что когда так семьи разрушаются, и мужчина из чужой семьи приходит и начинает с женщиной жить, которая тоже была в другой семье, то начинается это обычно вот с чего. Исчезает привычная материальная жизнь, исчезает привычная доброта, тепло, уют, комфорт. Первое время есть интимные отношения, они радуют. После этого переходит все к тому, что вы друг друга недостаточно хорошо знаете. Появятся аналогичные какие-либо стрессы, они будут связаны с недопониманием, с нежеланием терпеть. Вы же не знаете негативных сторон друг друга. И ваш дом, он начнет строиться с самых плохих моментов. То есть вначале будет яма, потом появится фундамент, после этого появятся стены, и после этого и так далее. Что же делать? Необходимо ли, если любите, уходить? Нет. Дело в том, что если женщина любит, ей уходить от мужа не нужно до того момента, пока тот человек, с которым она любит, или которого она любит, не заберет ее или не сделает предложение. До того момента, пока женщина в семье любит другого мужчину, она должна дождаться, чтобы тот мужчина пришел и ее забрал. Вот тогда она может дальше продолжать любить. Я вообще хочу вам сказать, в случае, если этого не происходит, то, по моему мнению, вот так уезжать от своей жены там, и дальше встречаться с чужой женщиной, которая живет с каким-то мужчиной или имеет свою семью, или же у женщины есть свой мужчина, она за спиной этого мужчины с кем-то изменяет, я считаю это большим грехом. В таком грехе участвуют дети. И очень часто у детей появляются в дальнейшем неприятности в жизни, появляется тяжелая судьба и не очень хорошие в дальнейшем отношения с миром. Ну, всевозможное. Анастасия Ларионова. Вот очень интересный вопрос. Как вы относитесь к тому, что в Библии запрещена магия? Библия, чтобы вы понимали, включая Евангелие Иисуса Христа, очень часто показывает замечательные случаи проявления магии. Давайте мы сегодня эту магию рассмотрим. Я просто недостаточно владею Библией, но читая Библию, многократно видел проявление магии. То есть это было проявление магии Иисуса Христа, когда, приложив руки, излечивал кого-либо. Это же не было лечение травами, это не было лечение при помощи чего-то, это была настоящая магия. То есть как Библия могла запрещать магию, или как Евангелие может запрещать магию, если люди, которые
является доктриной религиозного учения, сами многократно применяли магию и применяли ее повсеместно. То есть там одним хлебом накормили большое количество людей, из воды сделали вино и так далее. То есть как-то так нестыковки получаются. Как же можно было призывать о том, чтобы люди не практиковали магию, если человек сам ее широко практиковал? Непонятно. Как-то так, нестыковки, да? Если человек плачет от счастья, это хорошо или плохо? Любые чувства, которые выделяет человек, это хорошо. Человек без чувств, ему хуже живется, ему более тяжело жить. Как же выбрать в жизни своей спутника жизни? Уважайте людей, ведите себя благородно, а когда придет время выбирать спутника жизни, то выбирайте не того, кто вас хочет обнажить, а того, кто млеет, увидев мельком лодыжку из-под подола вашего длинного платья. Это настоящий мужчина, который будет вами дорожить, а вы в свою очередь будете дорожить им. Это я зачитал сейчас комментарии женщины, он мне очень понравился. Так говорила ее мама, которой было 70 лет и которая прожила очень счастливо с мужчиной. Она дала такой комментарий под одним из моих постов, и я могу сказать, что он мне очень понравился, я поэтому его и прочитал. Что здесь написано в этом комментарии, я могу пересказать своими словами. Очень часто женщины начинают поддаваться соблазнению мужчины. И в тот момент, когда мужчина начинает за ней ухаживать и появляется между ними интимная близость, то они считают, что мужчина, с которым им лучше или более комфортно, чем с другим мужчиной, является тем мужчиной, которого они больше любят. И это обман. На самом деле верить в это не стоит. Дело в том, что для многих мужчин просто интимная близость — это просто интимная близость. А для женщин интимная близость, как они думают, это проявление любви по отношению к женщине и восхищения. И поэтому многие женщины думают, что если у мужчины все хорошо в интимной жизни с женщиной, то это проявление максимальной любви, они в это влюбляются. Я хочу вас разочаровать, это не является любовью. Для мужчин это является просто интимной жизнью. Так женщины очень часто путают любовь и интимную жизнь. Я хочу вам сказать, любовь и интимная жизнь — это два отличительных пункта. Интимная жизнь человека, она связана только с интимом, а жизнь, в ней находится огромное количество дополнительных опций. Жизнь человеком — это найти правильного человека, это не найти человека, с которым можно только спать. Это нужно найти человека, с которым будет о чем говорить, найти человека, у которого будет чувство ответственности за семью, желание содержать семью, желание поддерживать там женщину, желание поддержать ее, когда ей хорошо или плохо. У женщины тоже, естественно, появится желание, чтобы помочь мужчине там выглядеть чище, там, накапливать в семье материальное благополучие, смотреть за детьми, помогать в бизнесе и прочее, и прочее. Естественно, в случае, если женщина говорит, я готова уйти только потому, что есть хороший мужчина и мне с ним хорошо в постели, то очень часто женщина именно в этот момент совершает одну из самых страшных и ключевых ошибок в своей жизни. На самом деле, я часто вижу такие разрывы, именно поэтому я противник измен. Я за то, чтобы женщина все-таки находилась постоянно рядом со своим мужчиной. Почему происходят такие измены или почему происходят разрывы? Я думаю, что в большинстве своем это связано с тем, что женщина, которая начинает жить со своим мужчиной, она перестает обращать внимание на то, что ей необходимо выглядеть хорошо, забывая о том, что мужчины любят глазами. И в дальнейшем как бы не заморачиваются над тем, что нужно выглядеть опрятно, нужно выглядеть красиво, нужно одевать красивую одежду, нужно быть там подтянутой, не знаю, там быть опрятной, быть красивой, быть той женщиной, которую мужчина выбирал в первый день вашего знакомства. То есть он видел молодую, холостую, красивую. А когда он начинает жить с такой женщиной, он со временем видит совершенно не ту, которую он выбирал в самом начале. Хочу еще раз отметить слово «видит».
Но мужчина новый, который появляется, он видит в этой женщине что-то особенное, что давно уже исчезло в глазах вашего мужа. И в этот момент он видит женщину, которой можно восхищаться. В этот момент женщина старается как можно лучше выглядеть. И вновь старается понравиться такому мужчине. Появляется то, что она думает, или как она думает, любовь. И это все такая иллюзия. Это все иллюзия. Почему людям очень тяжело строить отношения? Бог так создал людей, чтобы было сложно им строить отношения. Почему? Дело в том, что если сложно строятся отношения, если сложно выбрать партнера, то это говорит о том, что партнеры, которые смогут построить эти отношения, которые смогут найти друг друга, будут иметь качество, ценить то, что очень сложно дается. Именно поэтому я противник простых отношений, интимных отношений, одноразовых. Я противник искрометной и быстрой любви. Оно все должно быть достаточно сложно создаваемым. То есть должны быть ухаживания, должны быть разговоры, должна быть страсть в глазах, должна быть поддержка. Это все медленно строит ступеньки вот такой жизни, которая может быть длительной. Ну, где-то так. Я живу очень бедно, пенсионер. Что-нибудь мне светит? Да. Этому миру не важно, кто ты и сколько тебе лет, с чего необходимо начинать. Это совет эзотерика бедному и несчастному пенсионеру, который написал. Итак, первое, что необходимо сделать. Необходимо обязательно обратить внимание на свой уют, в котором вы живете. Старайтесь, чтобы у вас все было чисто и очень приятно. Дело в том, что одна из эзотерических концепций или знаний эзотерики утверждает, что в случае, если у человека дома уют и дома приятно, и домой хочется идти, то это напрямую связано с материальным благополучием, и поэтому люди, которые стараются создать уют в квартире или в том месте, где они живут, хотят этого или нет, в дальнейшем будут увеличивать материальное благополучие. Доказательства. Доказательствами являются мои друзья. У меня были друзья из Харькова, их звали Виктор, Леонид и Елена. И мы вместе все купили недвижимость. Я рядом с ними был, я жил как сосед. И у этих людей, у Леонида и Елены, у них был дом очень красивый, они его купили, они хорошо зарабатывали, у них был бизнес активный. И одна из особенностей их было в том, что они жили неряшливо. У них было 2 собаки, 4 кошки. Мужчина, этот Леонид, он никогда ничего дома не делал, старался ни к чему домашнему не прикасаться. Его так воспитали, что он мужчина, командир, должен зарабатывать деньги, а дома он должен просто лежать. Он каждый вечер, приходя домой, сдавая выручку от того, что он там зарабатывал на протяжении дня, он выпивал 2-литровую бутылку пива. Вечером его жена выгоняла, чтобы он гулял с собаками. Она же сама ничего не делала для того, чтобы в квартире было хоть как-то чисто, будучи такой вот женщиной-замарашкой. Ну и я могу сказать, что несмотря на то, что им по наследству достался достаточно большой бизнес, они смогли этот бизнес привести в такое состояние, при котором все было очень плохо. Внешне все было хорошо. У него дорогой автомобиль, у его дочери дорогой автомобиль, а вот и дом красивый и так далее. А вот что-то не ладилось. И вот они все время жаловались, что нам не хватает денег, у нас ничего не получается, ну что же это такое. И часто нас приглашали в гости, меня и там того человека, с которым я жил. Мы не приходили в гости, потому что нам было противно, потому что очень слюнявые волосатые собаки, очень много котов, постоянно пахло этими котами, знаете, ну и не очень как бы хотелось кушать из посуды, зная, что с этой посудой постоянно контачит животное какое-либо. И один раз мы пришли в гости, там побыли у этих людей, потрогали липкие
ложки, вилки, посмотрели на запахи, на неряшливость тех людей, которые там жили, и поняли, что туда мы больше не придем. У нас было все по-другому. Мы максимально старались вместе поддерживать чистоту. В дальнейшем даже наняли человека, который помогал ее поддерживать и так далее. Ну и никогда мы не сталкивались с бедностью, так как постоянно находились возможности, идеи и так далее. Я могу сказать, что со временем я начал замечать, что в тех семьях, где чистота и порядок не ставятся на первое место, в этих семьях очень часто появляются проблемы, связанные с материальным благополучием. Это очень частое явление. Конечно же, мне можно не поверить, но знаете, я же как бы не навязываю. Это вебинар, он совершенно бесплатный, это не обучающая информация, это блогер, который просто решил сделать свои выводы и озвучить их вслух. А там разделяет их человек или не разделяет, это уже другое дело. Второе. Находите радость в своем сердце. Помните, что радость порождает радость. Третье. Восхищение. Старайтесь как можно больше восхищаться. Четвертое. Не осуждайте, не принимайте алкоголь, не критикуйте и не ругайтесь. Пятое. Читайте мантры для счастливой жизни. А теперь еще раз. Я живу очень бедно, пенсионер, что-нибудь мне светит, светит, если вот то, что я скажу, все использовать. Первое. Создайте уют. Второе. Находите радость в своем сердце. Помните, что радость порождает радость. Третье. Восхищайтесь. Старайтесь как можно больше восхищаться, чем придется. Четвертое. Не осуждайте, не принимайте алкоголь, не критикуйте и не ругайтесь. И пятое. Читайте мантры для счастливой жизни. Я уверен, что в случае, если вы будете все это применять в своей жизни и начнете прямо с завтрашнего дня, то уже на протяжении первых нескольких месяцев ваша жизнь тотально изменится. Именно поэтому я решил сегодня объединить все эти идеи и дать как единый ответ на вопрос тех людей, которые пишут о том, что они бедны и как же им выбраться из этой бедности и что им делать. Конечно же, ум в этот момент начинает вмешиваться и начинает говорить: нет, ну как же ты не будешь работать, для того, чтобы зарабатывать, нужны деньги, а для того, чтобы деньги заработать, нужно сильно работать и так далее. Есть еще одно понятие — везение. Для того, чтобы зарабатывать, нет необходимости работать. Почему? Потому что есть такие люди, которые не работают и зарабатывают. И тут же кто-то найдется: вот это да, вот им повезло. Услышьте эти слова. Здесь сказано: вот им повезло. А теперь ставим слово везение, ставим тире и пишем эзотерика. Тогда что им повезло? А им не повезло, они просто знают каким-то образом или используют каким-то образом, даже по наитию, эзотерические доктрины. Поэтому им и везет. Как мне выйти замуж? Очень интересный такой вопрос. Как мне выйти замуж? Замените слово «как» на слово «зачем». Скажите себе: зачем оно вам нужно? Хотите ли вы выйти замуж? Вообще нужно вам это или нет? А также хотел бы вам сказать, напишите 10 пунктов, для чего вам необходимо выйти замуж. Зачем вам этот мужчина? Напишите 10 пунктов, зачем вам нужен мужчина. И 10 пунктов, что вы можете дать этому мужчине. Вот если у вас получится 10 пунктов, зачем вы нужны мужчине, и 10 пунктов, зачем он вам нужен, то тогда считайте, что вы споймали соловья или споймали синицу. Тем самым вы сможете объяснить себе, для чего вам это необходимо. Если вы не можете придумать 10 пунктов, для чего вы нужны и для чего он вам нужен, то тогда вам не нужно замуж вообще. В случае, если вы это смогли сделать, я могу дать эзотерическую практику, которая приведет вас к тому, чтобы вы вышли замуж быстро. Первая эзотерическая практика, она же будет сегодня, наверное, единственная. Это плюсики. Каким образом это все делается? Каждое утро, когда женщина или мужчина просыпается, она должна думать о мужчинах, представлять мужчин и перед собой и между этими мужчинами поставить плюсик. Раз. И идти на работу. В случае, если такой плюсик равномерный ставить, то тогда мужчины будут прибавляться в вашу жизнь. Делайте это ежедневно, увидите эффект очень хороший. У меня очень плохие продажи, посоветуйте что-нибудь как эзотерик, окей?
Итак, самые простые эзотерические методы, которые я могу посоветовать тем, у кого плохие продажи. Самый простой метод увеличить продажи. Первый. Обниматься в магазине. Почему? Облучение, которое начинает происходить в тот момент, который обнимается человек, заставляет людей понимать, что ему в магазине ничего не впихивают, не втюхивают и к нему хорошо относятся. Второе. Танцевать в магазине. Поэтому придумайте, как вы будете танцевать в магазине. Я когда-то видел в Черногории женщину. Данная женщина в магазине все время пританцовывала. Когда входил кто-то в магазин, она останавливалась. Я понял, что она занимается магией. Почему? Данный обряд проверенный, я очень часто сам его применял. В свое время, когда я занимался выставками и торговал определенным товаром, первое, что мы делали, закрывали выставочный павильон, я ставил девушкам шампанское, наливал всем это шампанское, включал музыку. И какое-то время заставлял, чтобы они просто покружились или потанцевали. Когда женщины танцевали под эту музыку, после этого я уходил, они начинали торговать в павильоне, и очень хорошие были продажи. Это было всегда. И слева, и справа от нас были продажи хуже, а у нас всегда и товара было меньше, и продажи лучше. Далее, третье. Кружиться в отделе. Это тоже очень ярко работает. Вы знаете, существуют такие танцы хасидов, которые выпивают и после этого начинают все вместе хором кружиться. Почему? Если создана хорошая идея, а создана идея продаж, это продажи, и начать кружиться, то тогда это наматывает клиентов дополнительно, это проверенная такая тема. И тут же ответ на вопрос, почему сиртаки крутятся против часовой стрелки. Вся система так устроена, что человек вытягивает при помощи своей мысли совпадения из мира, втягивая их через левое плечо. И они закручиваются, человек закручивает это все против часовой стрелки. Вбуравливается в жизнь по часовой стрелке, а забирает из жизни против часовой стрелки. Как бы правая рука дает, создавая завихрение по часовой стрелке, а левая принимает, создавая завихрение против часовой стрелки. Далее, очень интересный есть метод, удивляйтесь своему товару, как будто вы его только нашли. Восхищайтесь им, то есть поставили товар и начинаете делать так, ой, какой красивый там, и дальше по тексту, и это красиво, это. Дальше, я не могу продать дом, что мне еще сделать? Когда будете давать объявления, то вспомните, какие идеи были в тот момент, когда строили или покупали этот дом. Итак, идея вырастить сад, значит необходимо давать объявление такое. Продам дом и готовый выращенный сад. Если у вас идея была, когда вы строили, мы приедем и будем жить с семьей, то объявление должно быть таким. Продаем дом для того, чтобы жить с семьей. Тем самым, из-за чего он куплен, этот дом, из-за того он должен быть и продан. И тому будет продан. Допустим, я буду жить там сама и буду спокойно. Объявление должно выглядеть так. Я продаю дом, самое лучшее место для того, чтобы быть самой и быть спокойной. Ну вот где-то вот так. То есть ради чего было куплено, с тем оно должно быть и продано. Далее, а там Андрей Андреевич, а мне отец вообще это подарил. Тогда объявление давайте такое, что продается дом, который мне подарил отец. Возможно, для того, чтобы кто-нибудь его потом кому-нибудь еще подарил. Вы представляете, если так сделать, то тогда эффект яркий, он очень хорошо работает. Я говорю это, ну как эзотерик, это очень интересно и очень правдиво. Дело в том, что самая основная проблема, которая заключается в том, что одни продают, а другие покупают, особенно дом или недвижимость, заключается в их разных полюсах. Получается, тот человек, который хочет продать, он фактически проявляется в виде человека, которому надоело что-то и стало ненужным. И он пытается что-то ненужное продать. А тот человек, который собирается купить, он хочет купить что-то для него нужное, необходимое. Но вы же понимаете, если один хочет продать то, что ему уже не нужно, а другой купить то, что ему нужно, то у них не совпадают полюса. Именно поэтому в тот момент, когда кто-то продает что-то ненужное, должен сделать так, чтобы для него это было нужным. А для того, чтобы было нужным, нужно начать восхищаться тем, что человек собирается продавать.
Я уже когда-то говорил, попытайтесь найти в себе силы и ходить по дому, который вы собираетесь продать, квартире там, или пароходу, и начинайте им восхищаться. И это красиво, и это, и вот это мне нравится, и какой же дом, и так бы могли дети лежать на нем, а здесь можно было бы люстру сделать. И вот так, если перекрыть пол, было бы очень хорошо, а вот здесь, если сделать ремонт, будет вообще хорошо, и так далее. И вот восхищайтесь, потом, когда человек придет или захочет это покупать, он попадет в эту энергию, когда тот, кто продает, ему нравится, и он восхищается, ему было хорошо в этом доме. И тот, кто покупает, он же ищет то, чтобы ему нравилось, где он будет восхищаться и где ему все будет нравиться. Разочарование – это грех. К чему я это все говорю? Как происходит одиночество? Когда женщина начинает жить с другим мужчиной, или рядом с ней находятся подруги, или рядом с ней находятся друзья, они начинают ее разочаровывать, то есть внеся в ее чувства или в ее сердце, в ее душу, в ее сознание червя разочарования. И вот что происходит. Когда с женщиной живет мужчина, он ей говорит: да ты никому не нужна, кроме мне, да посмотри на себя, ты такая тупая, да кому ты нужна уже вот с такими бедрами. Это все приводит ее к тому, что она все более и более разочаровывается собой. После этого она начинает смотреть Инстаграм или там постить где-то, и после этого у нее самомнение постоянно разрушается. И после этого у нее появляется бесконечное разочарование собой. В случае, если женщина бесконечно разочаровывается собой, то она будет одинока. Разочарование продавцов в чем-либо блокирует работу продаж в магазине. Разочарование в себе к одиночеству. Разочарование в вещи к ее непродаже. Допустим, вот смотрите, я разочаровался в этой квартире, мы живем плохо, там рядом мы все время ругаемся, я не хочу больше жить, я разочаровался в этой квартире. Разочарование в квартире, ваше или чье-то, приведет к ее непродаже. Разочарование в машине к непродаже машины. Разочарование в стране к потере этой страны, разочарование в здоровье к потере здоровья и так далее. Поэтому разочарование грех. Не делайте так, чтобы разочаровываться. Найдите возможность восхищения. Наоборот, вот смотрите, как можно все изменить. Разочарование имеет антидот. Разочарование и его антидот восхищение. И делайте так. Да, я не худая, но зато я яркая. Да, возможно, там кому-то не нравлюсь. Но кому я не нравлюсь, у того нет вкуса. Да, квартира у нас там в плохом месте, но зато нам было тепло в ней, зато зимой она отапливается хорошо. Да, в нашей стране все очень плохо, но зато у нас есть где жить, есть что есть, еще нету стрельбы там и так далее. То есть всегда можно чем-то... Да, я болею, но я все равно живу, мое тело еще может функционировать. Да, у меня есть гипертония, но зато остальные органы мои здоровые, ничего страшного, скоро и гипертония исчезнет. Самые слабые поддержат самые неслабые, в общем-то мы все вместе заживем. Ну вот как-то так нужно, вы представляете, позитивно. Я считаю, что разочарование разрушает человеческую судьбу. Это самый главный червь человека. Я считаю, для эзотерика недопустимо состояние разочарования. Друзья мои, не разочаровывайтесь. Далее. Почему все мужчины такие разные? Почему все мужики такие идиоты? Почему все женщины не понимают мужчин? Что это такое? Я сегодня как бы постарался в шуточной форме сделать такие быстрые наброски различий между мужчинами и женщинами. Они очень будут понятными, потому что различия более видны и легче запоминаются в тот момент, когда кто-то их подчеркивает. Итак. Как думают мужчины и как думают женщины. Женщины думают, все мужчины одинаковые, думая при этом, что все мужчины одинаковые. Мужчины думают, все женщины разные, думая при этом, что все женщины разные. И первые и вторые в этом случае заблуждаются. Второе. Женщины думают, он хочет меня научить или он хочет меня обучать. Мужчина думает, я страдаю от того, что она страдает. Я ей докажу какую-то правду.
То есть женщина воспринимает, что мужчина рассказывает что-то, и она думает, что он хочет ее научить чему-то, и это ее обижает, потому что она думает, что он считает ее тупой. А мужчина, глядя на нее, пытается успокоить ее, вы представляете, объясняя что-то, и думает при этом, что я ее успокою, чтобы она не страдала, потому что от того, что она страдает, я страдаю. Давайте еще раз я это прочитаю. Женщина думает, он хочет меня обучать, научить и показать, что я тупая. Мужчина, я страдаю от того, что она страдает, и хочу ее успокоить своими словами. Видите, все по-разному. Итог, лучше обоим молчать. Ну, мужчине так точно. Дальше, женщина думает, я ему не нравлюсь. Мужчина в этот момент думает, я объясню свою правоту ей. То есть мужчина думает, что женщина, она чего-то не поняла, и он должен ей что-то доказать. В тот момент, когда мужчина начинает доказывать, кто прав, кто виноват, в тот момент, когда он доказывает, как она должна себя вести или что кто-то должен делать, знайте, в этот момент женщина думает не об этом, она думает вот о чем. И все ее мысли связаны с тем, что она думает, что она не нравится мужчине. Поэтому мужчины, в тот момент, когда у вас появится желание что-то объяснять женщине, не нужно этого делать. Потому что в этот момент вы вводите ее в состояние разочарованности по отношению к себе. И в дальнейшем она перестанет вам нравиться. Именно поэтому в тот момент, когда вам захочется что-либо объяснить или объяснить свою правоту, или объяснить там какую-то правоту этой женщине, помните, любое ваше высказывание будет восприниматься ей как то, что она вам не нравится. Как по-разному мы устроены, оказывается. Как женщина думает обычно, глядя на мужчину, он восхищается мной и моей красотой. Мужчина, видя глаза такой женщине, думает, она 100% хочет со мной интимных отношений. Дальше. Женщины думают, какая красивая природа. Мужчина думает, какая красивая женщина. Видите разницу? Мужчины видят красоту в женщине, женщины видят в природе. Те женщины, которые не видят красоту в окружающем мире, имеют все шансы потерять возможность нравиться окружающим мужчинам. Чем больше женщине нравится окружающая жизнь, и чем больше она становится ее ценителями, тем больше у нее будет поклонников. Помните об этом, это эзотерическая тайна. Женщины, давай выясним, кто кого любит. Мужчина, давай выясним, сколько это стоит. То есть мужчины более материальные, женщины более чувственные. Женщин интересуют вопросы чувств больше, чем деньги. Мужчин интересуют вопросы материальные и денежные больше, чем чувства. Женщины обычно на вопрос какой-нибудь склонны отвечать словом «нет», что говорит о том, что женщина правильная и у нее правильно выделяются гормоны женские. А мужчина склонен говорить «да», потому что это говорит о том, что у него больше выделяется мужских гормонов. Именно поэтому, когда мужчине кто-либо что-либо предлагает, он должен начать обсуждать это со своей женой. И очень правильно, если эта женщина создает у него не поддержку, а дух сомнения, потому что это как раз дает возможность реализовать ей правила семьи, которое подразумевает охрану очага. Вы знаете, что мужчина добытчик, а женщина охранница. Тем самым в случае, если мужчина говорит, я хочу там вынести деньги, куда-то вложить, женщина первая, что будет говорить, нет, давай подумаем, давай, возможно, это не так, не верим, они не такие, они какие-то плохие. Именно поэтому у женщин правильных обычно в семье больше нет, чем да. Но только там не ночью, да. Ну и у мужчин наоборот. Дальше. Ответы на вопросы, которые вы сейчас мне задаете. Андрей, здрасте. Можно ли эзотерически поднять опущение века одного глаза? Что вы думаете по этому поводу? Почему это происходит? Спасибо вам за все ваши знания. Когда опускаются века, эзотерически это ничего не значит. Это, скорее всего, связано с какими-то процессами, которые происходят с физическим телом. Как правило, это происходит с процессами, которые связаны с позвоночником и нервными окончаниями.
Если вы хотите поднять веко, я очень рекомендую использовать баночный массаж, который выполняется в области воротниковой зоны позвоночника, где можно поставить банки, одна банка на 7-й шейный позвонок и следующие банки крест-накрест, ниже 7-го шейного позвонка, там на 1-й грудной, выше на 4-й и 5-й шейный и далее на дельтовидные мышцы с левой стороны и с правой стороны. И подождать небольшое количество времени, пока воздух разряженный не вытянет из этих мест там солевой диатез или там какое-то воспаление и так далее. Ну вот на этом фоне можно поднять веки или поднять веко. Забыл сказать. Сегодня у меня есть такой вот бонус. Я в одном из семинарах РАФ я говорил о том, что существуют крадники. Помните, я говорил, что не стоит поднимать мелочь. Как это обычно происходит? Допустим, один человек другому просит что-нибудь отдать и забирает вместе с тем, что человек отдал, забирает что-нибудь еще. Допустим, с солью можно забрать потенцию или везение. Далее с мелочью какой-нибудь можно передать там невезение. Это все темная магия. Есть ли такое? Да, такое существует. А те люди, которые отнимают это, их называют крадниками. Иногда крадники могут безвозвратно забрать у человека везение. Вы, наверное, такое в жизни уже видели, что когда подарили вещь, подолгу не можете ее купить. Когда там что-нибудь кому-то там отсыпали, подарили, отдали и там еще что-то сделали, то после этого там очень плохая жизнь начинается и так далее. Это все называется своровали хорошую судьбу у вас. Для того, чтобы этого не было, существует мантра, которая возвращает все на место. Это код или мантра, можно читать как мантру, можно читать как код. Читается 108 раз на протяжении 40 дней. Звучит очень просто. Уай, о-чай. Уай, о-чай. Тем самым, если человек читает по 108 раз уай, о-чай и делает это ежедневно по 108 раз 40 дней подряд, то за эти 40 дней все элементы крадников, которые бы могли каким-то образом подействовать на того человека, у которого, по вашему мнению, забрали, то бишь вас, все эти системы будут аннулированы, и все, что принадлежит вам, вернется. Вот так. Джин Тарас Саета. Здравствуйте, Андрей Андреевич, все кайласовцы. Ученик второй обновленной ступени. Скажите, ИРТЕ архив, больше видео не... Пишите в службу поддержки, я ничего не знаю. Татьяна. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Может, есть код и заклинание, чтобы в следующей жизни жить в счастье и радости? Есть. Удивляйтесь как можно больше в этой жизни. Тогда будет у вас очень много радости. Как сделать так, чтобы в жизни было больше всего? Удивляйтесь. Ходите и прямо удивляйтесь и восхищайтесь. Одна из особенностей некоторых народностей и некоторых богатых семей заключается в том, что детей обучают с самого детства удивляться и восхищаться. Даже есть приметы. Если ребенок рождается и он все время имеет лицо или имеет вид такой, как будто он удивлен, вот такой. Это первые признаки того, что ребенок всю жизнь будет богатым и никогда не будет иметь проблем с материальным миром. Тем самым это говорит о том, что он проживет материально обеспеченным человеком. Но если у ребенка это в детстве, и если вы не удивлялись, то можно ли это изменить? Я говорю вам серьезно. Удивляйтесь машинами, удивляйтесь поступками, удивляйтесь чем-либо. Ваше удивление сделает... Вот смотрите, чем удивляешься, то скоро у тебя и появляется. Почему? Есть такая концепция. Если человек страдает от чего-то, то то, от чего он страдает, у него это забирают. То есть страдает от жизни, жизнь забирают. Страдает от семьи, там семью забирают и так далее. Страдает от ребенка, возможность общения с ребенком забирают. Страдает от того, что жизнь у него плохая, забирают жизнь, изменяя здоровье в худшую сторону, ну и так далее. Страдает от работы, забирают работу. То же самое есть и в теме удивления. Смотрите, удивляйся чем-то, то, что тебе нравится, это в твоей жизни появляется. Таким образом, Бог любит людей. То, от чего они удивляются, это в их жизни появляется. И то, от чего они страдают, из их жизни забирается. Конец.
Вот вам и магия настоящая, вы представляете? Вот так, вы представляете, удивляетесь, тогда в вашей жизни это появится. Только нужно удивляться и после этого говорить, скоро у меня такое будет. Чтобы не через жабу разрушать там кого-то, а через веру, потому что слово «скоро» является словом веры, что это у вас будет. Вы верите в то, что Бог может это для вас создать. Андрей Андреевич, здравствуйте, подскажите, дайте медитации или символ для увеличения сексуальной энергии для привлекательности девушкам. Вам необходимо пройти мою вторую бесплатную выложенную ступень в YouTube. Там я рассказываю о символах привлекательности, о том, как женщине можно становиться привлекательной и так далее. Там очень-очень много информации. Ну, зачем вот так зря об этом сейчас говорить? Здравствуйте, Андрей Андреевич, ученица 3-й ступени. Меня зовут Анна из СПБ. Вы говорили как-то, что встречаться с мужчиной намного старше, это нехорошо для энергетики женщины. Сейчас мой мужчина на 35 лет старше меня. Как мне сохранить себя? Подскажите эзотерический способ, пожалуйста. Спасибо. Ага, есть такая особенность. В случае, если женщина встречается с очень взрослым мужчиной, то есть такой вариант, что она может постареть. И для того, чтобы этого не произошло, такая женщина должна принимать дорогие подарки. Обязательно заставляйте этого мужчину делать вам дорогие подарки. Вообще я хочу вам сказать. Недавно был мой семинар, который назывался во вторник я проводил семинар, который был связан с пищевыми добавками компании «Тибетская формула», и там я рассказывал о каолине. Я могу сказать, что у каолина есть удивительная способность, если глина очищенная, и в случае, если определенным образом такую глину принимать, то человек очень молодеет. Я об этом знал раньше. Использую сам, могу сказать, что просто необходима не лечебная концентрация, такая гомеопатическая, так как именно гомеопатический кремний или особая концентрация кремния в воде может привести человека к тому, чтобы он омолаживался естественным образом, худел, чтобы исчезло давление и так далее. Что необходимо делать? Вот необходимо взять 1,5-литровую бутылку воды, теплой, кипяченой, и насыпать не больше 1 столовой или даже там чуть-чуть меньше столовой ложки каолина, который продается у меня в тибетской формуле. И после чего вот так потрясти. И трясти необходимо так не менее 1-5 минут. После того, когда вы вот так потрясете, выпейте вот эти 1,5 литра на протяжении 1 дня. Делайте это на протяжении 1 месяца и сделайте фотографию в начале месяца и в конце. После этого сравните, что произойдет. Зубы отбелятся, белки глаз станут белее, кишечник с его диспепсией начнет правильно работать, проблемы позвоночника исчезнут, проблемы зрения улучшатся, но самое приятное, что на этом фоне еще и худеет человек, а также исчезают проблемы гипертонии и так далее. Как бы не реклама еще, видите, вот так получилось. Поэтому хотите молодеть, есть тибетский метод такой или тибетский способ. Тибетский способ — это использование тибетского настоя, в который я добавил бы еще 2 компонента. Я сейчас о них скажу. Итак, тибетский настой выглядит следующим образом. Читается на Тибете, вернее даже не так. В книге Лхан Тхапс, Иварь Дурьян Бо, голубой берил, в атласе тибетской медицине есть составы определенных растений. И там говорится, что если использовать данный состав, то обретешь длинную жизнь, большое количество заболеваний отвернется от тебя, даже духи, которые тебя мучают, могут там отстать. Ну, как-то так. Убирает заболевания всех 4 классов, и этот состав они называют, в этот состав, вернее, входит 4 растения. Это береза, ну это известный состав, когда-то о нем писали даже в «Огоньке», еще в 80-х годах, в 90-х. Это состав простой, берется в равных пропорциях березовые почки, ромашка, зверобой и березовые почки, ромашка, зверобой и бессмертник полевой. Березовые почки, ромашка, зверобой и бессмертник полевой. Таким образом берутся эти компоненты, все они берутся по 200 грамм, смешиваются, измалываются, перемалываются и завариваются 1 столовая ложка на стакан воды, заливается кипятком,
заваривается, и после этого человек принимает утром натощак, вечером перед самым сном. Считается, что это омолаживает организм, убирает большое количество заболеваний. Я бы все-таки в этот состав добавил еще следующие два компонента. Это первоцвет и плоды крыжовника. А еще, по идее, как бы синергично было бы добавить туда корень, но это уже так сложно, корень шелковицы белой. Тогда это все энергетически совпадает, и из этого можно сделать уже состав более профессиональный, который и омолаживает человека, и убирает заболевания, и улучшает зрение, ну и за счет этого и исчезают гипертонические какие-то заболевания. Плюс в таком виде, из-за того, что там находится крыжовник, это может лечить сосуды головного мозга, сосуды глаз. Ну, в общем-то, хорошо получится. Елена Коростылева. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Я незамужняя женщина. Хочу задать вопрос. Я вас слушаю. Вы многократно говорите о том, что нельзя отказывать, если мужчина зовет на свидание. Но меня на свидание зовут женатые узбеки, таджики. Многие вообще просто постель предлагают. Что мне делать? Сразу же отвечу. Те, кто предлагает постель, не соглашайтесь. Думаю, я не одна такая, когда зовут на свидание женатые мужчины. Один так прямо и сказал, что он мне одолжение делает, ведь кто на меня еще повадится, ведь я уже старая, а мне всего 42 года, да я хочу семью, мужа и детей еще родить. Иногда смотрю на это все и не понимаю, что за это в моей жизни происходит. Спасибо вам большое. Итак, первое, что необходимо делать. Женщины, но вы же не дикие женщины. Давайте еще раз скажу эти слова. Уважаемые женщины, но вы же не дикие женщины. То, что мужчина зовет, разве обозначает, что с ним необходимо лечь в постель? Ну нет же, правильно. Но отказывать мужчине не стоит, даже женатому. Если женатый мужчина вас пригласил, говорите, я согласна. После этого едете с ним в кино, пусть покупает вам там одежду или еще что-то. Но а продолжения не будет. Почему так устроено все? Женатый мужчина хочет сделать для вас материальный подарок, чтобы вы в дальнейшем оделись красиво и уже больше нравились окружающим мужчинам, более холостым. Опять хочу вам сказать, снова хочу сказать, не стоит отказываться или не стоит кому-либо отказывать. Но я не говорил, что отказывать необходимо в постели. Я противник того, чтобы постель была у женщины с мужчиной. Пусть отношения будут, можно встретиться. Если женщина отказывает во встрече, это плохо. А если отказывает в постели, это хорошо. Поэтому женатый мужчина хочет встретиться, можете встретиться. Но это не значит, вы же не хотите разрушать чужую судьбу, не хотите. Возможно, он просто сам не понимает того, что он альтруистически к вам настроен. И хочет просто для вас там создать прекрасный вечер, подарить вам цветы, отвезти вас в кино, накормить вас в ресторане и привезти вас к вам домой. Ну и все. Будьте умнее, женщины же умные люди. Мы с дочкой нашли обручальное кольцо, я не замужем, как нам поступить с кольцом, не выйти замуж и быть здоровой? Ничего не понял. Нашли обручальное кольцо, не одевайте его ни в коем случае. Сплавьте его или отдайте в ломбард, или там отдайте, я не знаю, что с ним можно сделать, но точно не носить. Если вы оденете обручальное кольцо, то возможно это специальное обручальное кольцо, которое является вольтом. Возможно, в случае, если вы его оденете, то тогда кто-то там расторгнет отношения, возможно там это какой-то обряд, который связан там с ворованным кольцом, возможно вы будете участником этого обряда и так далее. Я вообще хочу вам сказать, все элементы религии, которые вы можете найти на улице, то есть символ какой-нибудь, крестик, кольцо обручальное, все, что связано с каким-либо обрядом, не берите никогда. Фату нашли, там, даже нельзя схватить и поиграться. Все, что связано с каким-либо обрядом, не поднимайте. Кому нужно, тот найдет, вы не трогайте. Я вам говорю это серьезно. Нашли крест хоть вот такого размера, хоть золотой, не трогайте его, переступайте и уходите.
Андрей Андреевич, вы проводите чистота, вы представляете сейчас? Вы говорите, чистота и уют помогают получать деньги. У меня складывается, что постоянно убираю и вымываю съемное жилье, а денег все нет. Что делать? Дело в том, что в съемном жилье вы когда живете, то это съемное жилье, оно не ваше. Оно принадлежит тому человеку, которому вы платите. Вы моете, и вы все делаете, и деньги добавляются ему, тому человеку, для которого вы создаете этот уют. Что делать? Давайте я вам еще расскажу. Итак, первое, создавайте уют, вам не подходит. Второе, тогда переходите ко второму пункту. Находите радость. Напишите мне сейчас, вы находите радость в своем сердце? Восхищение. Вы восхищаетесь чем-нибудь в вашей жизни? Дальше, у вас присутствует осуждение, вы принимаете алкоголь, вы не критикуете и не ругаетесь. У вас есть мантры или коды, вы что-нибудь читаете вообще, как-то духовно над собой работаете? Уважаемый Андрей Андреевич, ваша ученица, изучая вторую ступень, купила третью, четвертую, не решаюсь еще сама дать совет моей знакомой. У нее тяжелейшее положение с сыном, много лет занимается вымогательством, денег шантажирует. Я, конечно же, ни при чем, но ее очень жаль. Как быть? А вот смотрите, вы правильные слова сказали, я ни при чем. Этот вопрос не вы должны мне задавать, а она должна задать. Вы можете ей посоветовать прийти на бесплатный вебинар, и пусть она мне этот вопрос задаст, а я ей дам ответ, что она должна сделать. А так получается, она не ученица школы, она совершенно для меня чужой человек, и вы думаете, что я ей должен еще и помогать. Я вообще считаю, что помогать просто так другим людям не очень хорошо. Скажите, пожалуйста, какие явные признаки того, что человек находится в астральной комнате? И как из нее выйти? С уважением, ученик школы. Для того, чтобы выйти из астрала, человеку необходимо представлять, будто он на себя мысленно выливает холодную воду. Представляя ведро с холодной водой, выливая ее на себя. Если человек все время находится в астральной комнате, как вы сказали, то у человека появляется галлюцинация, а также признаки присутствия. Что-то вокруг начинает ходить, появляется шорох, появляется ощущение страха, прикосновение появляется, особенно с задней части тела, как будто кто-то прикасается к голове, к шее и так далее. Мы с дочкой ответил. Здравствуйте. Дочку вызвали на интервью. Ну, я ее поздравляю. Возьмем на работу. Я не даю такие советы, никакие. Это никого не интересует. Елена Булгакова. Андрей Андреевич, часто встречаю код Я-ХВ. Это созвучно с именем Бога. В интернете много противоречий, информации о Боге Яхве. Как к этому относиться? Если открыть Библию и прочитать Библию на иврите, а Библия является текстом Торы или Галахи, то есть упоминания имен Бога. И эти упоминания имен Бога в иудейском языке ранее не существовало гласных. И писались только согласные буквы. Вернее, правильно, писались согласные, а гласных не было. Поэтому такое короткое слово, как Яхве, по-разному читалось и имело разные произношения. Именно поэтому и Яхве, и Иегова, и так далее, их там очень много, Адонай, это все есть одно и то же слово, которое звучит как вездесущий, или всюду присутствующий, или всюду будучий, или везде проявляющийся и так далее. Расскажите про божества. Бог — это энергия. Проходите ступени. Подскажите, как сделать так, чтобы подросток не засиживался в интернете, в соцсетях, на телефоне, есть ли мантра. Я вам хочу сказать, что сделать ничего нет возможностей таких. Это одна из особенностей, которую необходимо сейчас принять. Я проводил такой эксперимент. Когда дети мои родились, то я разрешил ребенку, старшей Маше, Марии, беспрепятственно пользоваться телефоном всегда, когда она захочет. У бабушек всех вызвало это моральный шок.
Моя жена всегда поддерживает меня во всех моих начинаниях, во всем, что бы я ни сказал, она всегда говорит: с тобой абсолютно согласен, я верю своему мужу. И я стараюсь максимально к ней прислушиваться, к своей жене. И все равно папа у нас является доминирующей личностью в семье. И начали разрешать Маше пользоваться телефоном. Она пользовалась им, когда хотела. Во время еды, после еды, когда спать ложилась, она все время была с телефоном. Это было с возраста, начиная уже с первых дней того, когда она начала даже ходить. До возраста где-то 2 лет это тянулось, после чего она отложила телефон и сейчас иногда пользуется телефоном. Сейчас ей будет 4 года, у нее есть своя страница в Инстаграм, Мария Дуйко, и она активный пользователь Инстаграма, уже сама фотографирует на телефон, выкладывает эти фото в Инстаграм. И это, но при этом она совершенно сейчас не интересуется телефонами и так далее. Также я делал со своим сыном Эдуардом, когда он был маленьким, ему запрещали, бабушка ему запрещала пользоваться приставкой, после чего, когда он начал жить со мной, я ему разрешил ей пользоваться сколько хочет. И у нас дошло до того, что ребенок и день, и ночь на протяжении месяца или даже 1,5 месяца сидел с утра до ночи в этой приставке. И после чего полностью от нее отказался. Почему? Дайте наесться. Дайте получить удовлетворение. Когда человек получает удовольствие микро, он все время хочет микроудовольствия. Но стоит ему наесться, получить удовлетворение, на этом все заканчивается. Поэтому то, что они становятся такими одержимыми интернетами, это все связано с тем, что им кто-то запрещает. Дайте им полную свободу. Пускай они пользуются и делают это, когда хотят. Поверьте, их это отпустит. Почему? Всему есть предел, рано или поздно человеку перестает это нравиться. Ну, так это все устроено. Андрей Андреевич, обнаружила иголку в коридоре на коврике. Что с этим делать? Ну, вы же помните, что я говорил? Когда вы видите иголку или еще что-то, говорите, что и все, тю. И делай так. И после этого можете иголку выбросить, брать рукой, ничего не будет. Подскажите, как защитить участок и дом от воровства эзотерическим методом? У нас на сайте duiko.guru, на котором вы сейчас находитесь, есть символ, который называется тарантул. Распечатайте его и, как написано в статье, прикрепите. Также на моем сайте duiko.market есть символы от воровства. Можете их приобрести, перерисовать и пользоваться. Также есть семинар, который называется «Символы от Дуйко». Возьмите данные символы, найдите, которые от воровства, от грабежа, нарисуйте или сделайте. Подскажите, месяц назад при засыпании начала читать мантру «Наму Ратна Трая Махи Духи Кисваха», так как месяц читала, все было отлично. Потом на 2-3 дня перестала чтение. 3 дня назад начала снова читать. Все 3 дня просыпалась по нескольку раз за ночь. Возьмите обязательно, когда читаете «Наму Ратна Трая Махи Духи Кисваха», то обязательно зеленой ниточкой обмотайтесь. Там же об этом сказано. Далее, в случае, если вы это делаете, делайте беспрерывно, как написано в тексте, на протяжении какого-то времени. Нельзя прекращать. Это же эзотерика. Там сказано вот делать 40 дней подряд или месяц подряд. Вот значит месяц нужно делать. Значит, это говорит о том, что вам необходимо отдохнуть и вновь прийти к практикованию данной практики. Здравствуйте, карма ли это? Не могу решить квартирный вопрос. На протяжении 30 лет не прошел ни один честный вариант. Есть еще отсудили шанс многоквартирной соседи. Это отработка из прошлой жизни. Нет, скорее всего, это не отработка прошлой жизни. Это, скорее всего, ваше страдание. Ваше страдание, с которым вы не хотите справляться, вы себе уже внушили, что это страдание. Вот смотрите, я сегодня говорил, разочарование обычно является... Разочарование обычно... Вот вы разочаровываетесь квартирой, разочаровываетесь тем, что у вас нет, значит, этого у вас не будет. Разочарование тем, что у вас нет, приведет к тому, что этого вообще никогда не будет. А что необходимо делать? Удивление. Задайте себе задачу.
Смотрите как можно большое количество разных квартир в интернете, и ходите в гости и удивляйтесь. Говорите: ой, смотрите квартирный вопрос, удивляйтесь, делайте все для того, чтобы это было. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать перед операцией, чтобы все прошло хорошо? Если вы ученица школы, попросите мое прибежище. Так и скажите: Андрей Андреевич, помоги. Или читайте мантру прибежища, там, Виджаиду, Ико, там, и так далее по тексту. Татьяна Бурлачук. Примерно 15 лет, когда расчесывала волосы длинные свои, скатывала их и собирала, сейчас уже на небольшую подушку хватает. Нужно ли от них избавиться и как правильно? Волосы нужно сжечь или слить куда-то в источник выбросить. Но волосы нельзя просто так разбросать по улице, потому что считается, если волосок похитит птица, сделает гнездышко, будет всю жизнь голова болеть. А вот в случае, если волосок попал в воду, то тогда этот волос уже не ваш, потому что сначала появилась вода, а потом появился человек. А с птичкой сначала появился человек, а потом появилась птичка. То, что ранее появилось, забирает у того, кто позже. Допустим, если я заберу у птички перышко и положу его себе в кровать, у птички ничего не будет. А если птичка заберет мой волосок и себе в гнездышко, у меня будет голова болеть. Поэтому если волосы выбросить в реку, которая старше человека, тогда у человека ничего не происходит. А в случае, если птица заберет такой волос, плохо. А если вы отдали в воде, и потом вода высохла, этот волос взяла птица, то уже не считается. То в воде ничего не будет. Андрей Андреевич, мне 64 года. Можно ли в этом возрасте менять место жительства с одного города на другой? Для человека и для Бога, вернее для Бога, не имеет значения, какой возраст у человека. Я хочу вам сказать, что в большинстве своем мы, люди, сами себе придумываем. Мы придумываем себе возраст, думая, что мы старые. В тот момент, когда мы думаем, что мы старые, мы стареем. Потому что для нас это является преимуществом, предпосылкой. Начинаем себя жалеть, начинаем этим манипулировать. Не попадайтесь и не становитесь на эти грабли. Считайте, что вы всегда молоды в пору. Считайте, что вы всегда красивая, кому вы не нравитесь, у того нет вкуса. Считайте, что вам все по плечу. Будьте удивленными, будьте удивляющимися, будьте радостными. Находите это чувство внутренней радости, формируйте этот магнит внутренней радости. Все в ваших руках. 20 лет в мусульманском браке я была вдовой. На тот момент с ребенком, у него уже была жена, 2 детей. Он осознанно искал вторую жену по состоянию. Вы не с того начали. Необходимо писать мне вот такие слова. Необходимо писать: я ученица школы Кайлас, и ступень у меня такая-то. Почему? А мне не интересны эти истории, правда. Совсем не интересно. Мне интересна история была в браке, там, он мусульманин и так далее. Если вы не ученица школы, мне не интересно. Впадаю часто в пустомечтания. Что это? Это переизбыток ментальной энергии, недостаток астральной энергии. Для того, чтобы этого не было, представляйте, будто у вас в середине головы большая тяжелая гиря. В случае, если вы будете представлять большую тяжелую гирю, то тогда это исчезнет. Также могу сказать, что в случае, если человек пусто мечтает или бесконечно представляет или вспоминает прошлое, то он стареет. Это одни из элементов воздействия на человека кала-чакра тантры или по-другому чакры времени. То есть чакра времени забирает вашу жизнь. Помните, что каждый раз, когда вы впадаете в воспоминания или начинаете мечтать, это забирает вашу жизнь. Это морок такой есть. Это морок, забирающий у человека жизнь для того, чтобы пожить самому еще немножко. То есть в тот момент, когда человек начинает помнить прошлое, он отдает настоящее. Или мечтать о том, чего нет, он тоже отдает настоящее. И это настоящее воруется мороками, энергиями, которые хотят жить еще какое-то время. 1 минута нашей жизни для морока — это десятки лет для этой энергии дополнительной жизни. И она за счет этого размножается и мешает жить другим людям тоже.
Какой, по вашему мнению, самый бомбический семинар по привлечению богатства? Самый бомбический семинар, их много. Один из самых бомбических — это доктрина бизнеса. Также я считаю, что коды номер 2, там где я даю, или коды 4 ступени, вот. Коды 4 ступени я где-то даю, или коды номер 2 в каком-то семинаре. И там есть вот очень-очень яркие мантры для денег. Вообще такие вопросы не могут возникать у учеников школы, особенно второй ступени. На первой и второй обновленной ступени я даю целый ряд кодов, которые и практик, и методов, и всевозможных эзотерических практик, бомбических, как вы выразились, которые приводят человека к материальному благополучию. Ученица второй ступени, сколько раз читать коды и как? Читайте по, я не знаю, от 5 до 108 раз и как, ну, сколько хотите. Я не понимаю таких вопросов. Как вы ученица ступени и не слышите то, что я там говорю? Я там все об этом рассказываю. В Сангая 40 очищение пространства тоже работает? К сожалению, да. Почему к сожалению? Дело в том, что я на протяжении длительного времени все время поддерживаю эти сангая. И я решил их с этого года уже прекращать, потому что, создав почти 50 сангая, я расходую определенное количество психической энергии на поддержание энергии в этих сангаях. И мне не очень нравится. Конечно, если я выпущу еще больше, то тогда еще больше людей будут этим пользоваться, и у меня будет еще больше просадки. Мне, конечно, на всего хватит, тем не менее, не очень хочется это делать. Подскажите, пожалуйста, защитный талисман, когда возвращение с работы поздно ночью. Защитный талисман, у нас есть великолепный сайт, называется Дуйко Гуру. Там вы можете перейти на семинары школы Кайлас и выбрать для себя необходимый семинар. Есть семинар, который называется 30 талисманов Дуйко. Выберите из 30 талисманов Дуйко те талисманы, которые вам больше всего подходят. Также там для автомобиля есть талисманы и там для чего угодно. Какие коды читать, чтобы богатой стать? Есть семинар, он называется «Коды Дуйко». Выберите для себя коды Дуйко и читайте. Какие самые бомбические эзотерические практики? Есть сангая, они стоят $30. Выберите сангая, которые связаны с деньгами, практикуйте сангая, которые связаны с деньгами вместе со мной на этих сангая, и будет в вашей жизни много денег. Почему есть разные сангая, которые имеют одну и ту же тему? Допустим, сангая, которая звучит как сангая денег 20, сангая денег 5, сангая денег 40. А вот теперь представьте, у вас есть ребенок, вы его выращиваете. Этому ребенку 4 года, там, 7 лет, он школьник. И вы каждый день кормите этого ребенка едой, которая, по вашему мнению, нужна ребенку. В его рацион входит молоко и гречневая крупа, и кусочек вареного мяса. Вы это даете ему утром, в обед и вечером, ежедневно на протяжении 5 лет. Скажите, организм ребенка будет истощен? Давайте я отвечу, да. Почему? Наш организм, эзотерический организм и энергетический организм, они устроены по принципу адаптации и по принципу отталкивания. На это все влияет наша карма. Человек устроен так, чтобы прожить приблизительно так, как жили его родные. Это называется карма. В тот момент, когда человек живет, то если родители были бедными, то все влияет на то, чтобы человек прожил как бедный человек. Конечно же, мне непонятны те люди, которые обращаются к своим мертвым родителям, там, из карм, из своего рода, делая там род, помоги мне. Что же могут помочь те люди, которые были несчастными? Я не могу понять. То есть умершие люди, которые жили как несчастные люди, они должны вам отдать какую-то силу. Какая же у них сила была, если они в бессилии поумирали, как старые люди? Где же они там эту силу возьмут? Они что, ее с собой позабирали? Она сила в детях. Вот они, дети, и имеют эту силу рода. И не нужно ничего отдельно просить. Кстати, самые неправильные эзотерические практики, которые человек может представить себе и которые может проводить. Это абсолютное зло, которое мог человек придумать, абсолютная темная магия с привлечением умерших людей. Мертвецы должны жить в спокойствии, что там их трогает. Но вернемся все-таки к теме.
Итак, есть род, допустим, есть ваша карма, она мешает вам в вашей жизни изменить свою судьбу. И после этого вы начинаете обращаться к эзотерике какой-нибудь, начинаете читать или выполнять сангая, там, делаете это каждый день. После этого начинается процесс адаптации. Это как, допустим, я принимаю самый-самый сильный антибиотик, а потом слабые антибиотики перестают действовать, и до того момента, пока уже и сильный перестает действовать. То есть мой организм вырабатывает адаптацию и вырабатывает иммунитет к тому препарату, который я ему даю. Так вот, иммунитетом для вас или для вашего изменения в жизни является ваша карма, которая следит за тем, чтобы ничего в жизни не поменялось и вы жили как ваш род. А мантры являются своего рода антибиотиками, целью которых является изменить вашу судьбу. И естественно, если человек одну и ту же таблетку принимает, то со временем у него появляется адаптация, и организм не хочет больше это принимать. Также именно поэтому выпущено мной огромное количество сангая с разными эзотерическими практиками, которые должны сделать человека богатым. Именно поэтому их и много. Невозможно одной и той же практикой достигнуть просветления или стать очень богатым. Необходимо чередовать, необходимо менять, необходимо все время изменять. Необходимо там одну неделю одними работать и вторую другими. На вопросы, поскольку читать, я не отвечаю, об этом всем рассказываю на своих ступенях школы Кайлас. Там все это есть в полном. Где же пройти первую ступень школы Кайлас? Первая обновленная, вы ее должны приобрести. Первая старая и вторая ступени, они выложены бесплатно на моем официальном сайте Андрей Дуйко, на официальном сайте duйко.guru. А также на моем официальном канале YouTube, который называется официальный канал Андрея Дуйко. Можете зайти и после этого просмотреть, практиковать. Считается ли ученик, который прошел первую ступень школы Кайлас в YouTube бесплатно учеником школы Кайлас? Да. Вот прямо сейчас идет информация, вы можете переписать для себя ее, а также перейти на мой канал, который указан, Дуйко, официальный канал, и подписаться, поставить колокольчик для того, чтобы постоянно получать новости на моем канале. Ну что, у нас получился, в общем-то, неплохой, по моему мнению, вебинар. Давайте я повторю все идеи, которые я сегодня подготовил для нашей аудитории или для нашего совместного такого общения. Я отвечал на вопросы, что делать, если женщина любит мужчину, у него есть семья. Также объяснял, что необходимо сделать или как выбрать спутника жизни. Какие основные доказательства эзотерики, как прожить жизнь счастливо, давал методы. В чем различие мужского и женского восприятия, что такое разочарование и почему это является грехом. Я ответил на вопрос человека, который задавал его, как я живу очень бедно, я пенсионер, что будет, что-нибудь мне светит. Я объяснил, как сделать так, чтобы что-то светило. Как выйти замуж, дал метод. Также у меня плохие продажи в магазине, посоветуйте, посоветовал. Я не могу продать дом, что мне еще сделать, ответил. Эзотерика что это? Какая самая основная концепция эзотерики? Почему, достигнув того, к чему очень стремишься, как правило, не испытываешь счастья, как мечтали? А также ошибки эзотерических направлений, путания состояния любви с состояниями радости. И я сказал о том, что любовь дарить нельзя, а радость дарить, это значит раздражать других людей. Также я сегодня подарил вам код, который звучит как код для того, чтобы крадники отдали все, что забрали. И он звучал как «Уай Очай», который необходимо читать каждый день по 108 раз с открытыми глазами в виде слова или в виде кода 40 дней подряд. С вами был Андрей Дуйко. До свидания. Желаю всем счастья. Хотел бы у вас попросить, если вы являетесь учениками школы, также в случае, если вам не безразлична жизнь людей, которые живут обычной жизнью и, по вашему мнению, деградируют, вы можете взять мои семинары или можете взять ссылки на первую ступень школы Кайлас на моем официальном канале и отправить эти ссылки своим друзьям и знакомым, которые есть в социальной сети. Рассеивание света
в дальнейшем делает самого человека светом. Именно поэтому для того, чтобы быть человеком счастливым, необходимо немножечко плюсиков добавлять в свою карму, тем самым делая жизнь другим человеком лучше, вы автоматически заслуживаете того, чтобы ваша жизнь становилась тоже лучше. С вами был Андрей Дюков. До свидания.